Всем привет, друзья, с вами Александр. Наш сегодняшний видеообзор мы посвящаем микшерному пульту Allen Heat Z10FX. Итак, британец по происхождению, китаец по сборке, пульт Z10FX – это удивительный ультрапортативный микшер, который отлично подходит для живого микширования, а также для записи в студии или дома. Также микшеры Z широко используются в отелях, учебных заведениях, конференц-залах и так далее. Z10FX оборудован всеми необходимыми опциями, которые отвечают абсолютно всем современным требованиям музыкантов и звукорежиссеров. Ну а сейчас давайте будем знакомиться более подробно со всеми возможностями и прелестями этого устройства. Начнем с первого и второго каналов. Оснащены микрофонными входами на стандартных трехпиновых разъемах XLR, линейным входом на стандартных четвертьдюймовых джек-разъемах для подключения симметричных и несимметричных сигналов, а также регуляторами Gain, которые настраивают чувствительность входа с диапазоном настройки от плюс 10 до плюс 60 дБ для микрофонов и от минус 10 до плюс 40 дБ для линейных сигналов. Далее. Фильтр отсечки низких частот на границе 100 Гц, предназначен для снижения шума и помех микрофонных сигналов. Переходим к эквалайзеру. Эквалайзер высоких частот работает с верхним частотным диапазоном. Сейчас мы можем слышать минимальное значение и постепенно прийти к максимуму. Эквалайзер средних частот работает со средним частотным диапазоном. Можно убрать нежелательные шумы в пределах 120-250 Гц, либо поднять частоту от 2 кГц до 3 кГц для улучшения разборчивости микрофонного сигнала. Эквалайзер низких частот работает с нижним частотным диапазоном. Сейчас вы слышите минимум и постепенно приходим к максимальному значению. Посыл эффекта FX управляет уровнем сигнала, поступающим из канала в процессор эффектов. Посыл AUX управляет уровнем сигнала, поступающим из канала в шину AUX. Панорама. Здесь все понятно. Сейчас мы слышим левый канал, и сейчас слышим исключительно правый канал. Ручка Level – это управление громкостью канала. Кнопка Record включает сигнал в отдельную стереошину записи. И, наконец, кнопка Listen включает сигнал в наушники или мониторный выход для проверки сигнала. Переходим к третьему и четвертому каналам. Единственное отличие от первого и второго канала – это входы Hi-Z, предназначенные для гитар и других инструментов. Утопленные переключатели Gain Boost на задней панели позволяют поднять вход Hi-Z на 26 дБ. При использовании XLR или нормальных линейных сигналов проверьте, чтобы переключатели были выключены. Переходим к стереоканалам. Вход ST1B – это стандартные разъемы RCA для работы с несимметричными линейными стереосигналами, например, CD, MP3 плеерами. Вход ST1A – стандартные четвертьдюймовые джек-разъемы для работы с линейными стереосигналами. Gain – настраивает входной уровень сигнала ST1. Далее стереоэквалайзер – это высокие и низкие частоты. Ну и, наконец, посыл FX, который управляет уровнем сигнала, поступающим из канала в процессор эффектов. Посыл FX управляет уровнем сигнала, поступающим из канала в процессор эффектов. Посыл AUX управляет уровнем сигнала, поступающим из стереоканала в шину AUX. Баланс настраивает распределение сигнала в стереокартине левый-правый. Ручка Level управляет громкостью канала. Кнопка Record включает сигнал в отдельную стереошину записи, и кнопка Listen включает сигнал в наушники или мониторный выход для проверки сигнала. Также для выхода AUX имеется регулятор уровня в мастер-секции. Стереоканал 2. USB аудиовход подключается через брейк-контакты стандартных четвертьдюймовых джек-разъемов. Подключение в джек-разъемы отключает вход USB. Поэтому, если нужно использовать канал Stereo 2 для входного USB-сигнала, проверьте, чтобы джек-разъемы были свободны. Выход для записи Record Out. Это стандартные разъемы RCA для выходных линейных стереосигналов записи, поступающих с переключателей выбора выхода USB.
Вход воспроизведения Playback Input. Стандартные четвертьдюймовые джек-разъемы для несимметричных линейных входных сигналов. Канал можно использовать для подключения дополнительных стереоисточников, такие как CD-плееры. Подключение в данные джек-разъемы также отменяет действие входа USB. Выборные переключатели источника USB Out. Осуществляют выбор источника сигнала для аудиовыхода USB и выхода записи Record. Если оба переключателя находятся в верхнем положении, выбирается основной Main Mix. Переходим к процессору эффектов. В нем 16 пресетов. В процессор подается моносигнал из шины FX, а выход из него направлен в стерео. Каждый пресет имеет соответствующую регулировку параметров. Кнопками Cell мы выбираем эффект. С 1 по 3 можно слышать различные комбинации дилей плюс верб. Далее, 4-й эффект — это пинг-понг. 5-й эффект — бит дилей. Эффект номер 6 — ambient. 7-й эффект — slap verb. И, наконец, 8-й эффект — это double Z. 9-й, а также 10-й и 11-й порядковый номер — это эффекты plate. Номер 12 — это Hall 1, 13 — Hall 2 и 14-й эффект — Arena. И, наконец, 15-й эффект мы слышим Flanger и 16-й — Chorus. Кнопка Tab используется в двух случаях. Если выбран один из эффектов с 1 по 5, кнопка Tab может использоваться для настройки параметра частоты или темпа задержки. Послушаем. 1, 2, 3, 4, 5. Если кнопка Tab нажата, кнопки Cell становятся кнопками настройки параметров повышения или уменьшения уровня выбранного эффекта. Регулятор посыла FX to AUX отправляет эффект в шину AUX. Так, если AUX используется в качестве монитора для вокалиста, например, исполнитель услышит свой голос с добавленным эффектом. Регулятор уровня эффекта FX управляет громкостью эффекта, поступающего в главный стереомикс или в шину записи. Кнопка Record включает сигнал эффектов на запись. И кнопка Listen включает сигнал эффектов в мониторные выходы для проверки эффекта. Переходим к мастер-секции. На ней мы видим выходные XLR-разъемы для основного стереомикса. Далее Insert джек-разъемы основного микса и выходы шины эффект и AUX. Утопленный переключатель на задней панели снижает уровень на 30 дБ. Эта функция используется при маршрутизации сигнала на входы XLR другого микшера. Также на мастер-секции мы видим кнопку включения фантомного питания для возможности работы с конденсаторными микрофонами, ручку управления громкостью мониторных выходов и кнопку выбора мониторного источника. Сигнал на мониторные выходы может поступать из наушников или основного стереомикса. Удобен при разделении функций мониторных стереовыходов и наушников. Далее регулятор уровня AUX Mix и регулятор уровня Main Mix. Пульт оснащен 12-сегментной стереоиндикацией, а также индикацией PFL. Красный индикатор показывает, что нажат переключатель прослушивания на одном из каналов. Ну и, наконец, регулировка уровня наушников и переключатели выбора источника. Они позволяют выбрать, что именно будет слышно в наушниках. По умолчанию, если не нажат ни один переключатель, это основной стереомикс. В качестве источника можно выбрать вход воспроизведения Playback, это USB вход, если джек-разъемы свободны, выход шины AUX или выход шины записи Record. Выход наушников – стандартный четвертьдюймовый джек-разъем. В настоящее время простота обмена аудиоинформации с ПК является обычным требованием для живого звука и музыкальной продукции. Этот момент полностью реализован в микшерах Z. Z оснащен аудиокодеком, совместимым с USB 1.1.
полностью совместим с портами USB 2 и работает со стандартными драйверами Core Audio под Windows и Mac. Другими словами, подключив микшер к компьютеру, последний его распознает и будет возможен обмен аудиоданными. Таким образом, пульт Z10 позволит обойтись без внешнего аудиоинтерфейса при воспроизведении и записи звука. С вами был Александр, до новой встречи!